Компания МТС запускает собственный сервис электронных книг, нового Пелевина все-таки издадут, Сальников замахнулся на трилогию, новый сезон рассказа служанки уже в сети и сразу несколько премий, объявили лауреатов и финалистов сезона. Привет, меня зовут Катя. Вы смотрите канал Литература Today? Думаю, плохих новостей сейчас хватает, поэтому в этот выпуск я собрала события и книги, которые смогут хоть немного порадовать. Во-первых, на этой неделе у нас на канале вышло интервью с Рамилем Фасхутдиновым, главредом Бомборы. Я вас призываю сегодня прислать рукопись ко мне на адрес. Холдинг Эксмо СТ, как всегда, на позитиве, и Рамиль рассказал нам, что и сейчас ситуация на книжном рынке совсем неплохая. Ссылка здесь, но сначала досмотрите новости. 2 недели осталось до премьеры фильма по роману «Сердце Пармы» Алексея Иванова. Автор обычно не участвует в создании картин по своим книгам, и этот фильм не стал исключением. Однако результатом писатель остался доволен. Он считает, что картина получилась зрелищем просторным, фактурным, красивым, наполненным движением народов, людскими страстями и могуществом природы. Они несут нам не мечи, а своего бога. От меня благословение, нижний князь, покуда будешь жить с некрещенной ведьмой в блуде и ереси. В основе истории Алексея Иванова реальные события XV века. История противостояния двух миров – Великого Московского княжества и Уральской Пармы. Это притча о возникновении государств. История о том, как человеческое племя складывалось в структуры, в которых мы живем. В съемках участвовали Александр Кузнецов, Елена Рыбакова, Сергей Пускипалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко и другие. Ждать премьеры осталось недолго. Выход картины назначен на 6 октября. 5-й сезон рассказа служанки по роману Маргарет Этвуд вышел в онлайн-кинотеатрах. За 5 лет эфира рассказ служанки компании Hulu получил 75 номинаций на Эмми и в 15 из них выиграл. Драма буксовала во 2 и 3 сезонах, но шоураннеры учли критику и обещают, что новый сезон уйдет от изображения натуралистичного насилия в сторону психологического триллера. Из трейлера и первых серий мы узнаем, что основной конфликт завяжется между Джун и Сиреной Уотерфорд, которой каким-то чудом удалось забеременеть от Фреда, командора Уотерфорда, незадолго до его смерти. Яснорада вернется в Гилеад, но пока неизвестно в каком качестве. Похороны Фреда Уотерфорда кажутся грандиозным мероприятием, что намекает на то, что Яснорада сохранит свое высокое положение в Гилеаде. Зрителей ждет захватывающее противостояние двух сильных героинь, а также много политики в духе карточного домика и Игры престолов. Гилеад хочет расширить свое влияние и упрочить власть за пределами текущих границ. Сейчас доступны 3 серии из 10. Новый роман Виктора Пелевина все-таки выпускают. Книга будет называться «КГБТ+», и поступит в продажу 29 сентября ровно в 20 часов 22 минуты во всех книжных магазинах страны, в том числе в электронной версии на Литрес. Как указано в анонсе издательства, это произведение о выборе дороги в темные времена. Книга познакомит с аутентичными древними психотехниками, применение которых позволит пережить нашу великую эпоху с минимальным вредом для здоровья и психики. А судя по указанному на обложке названию предыдущей книги «Трансгуманизм Инк», вероятно, события романа будут как-то перекликаться с тем произведением. Новый роман Евгения Водолазкина «Чагин» поступит в продажу в конце октября. Главный герой романа – архивист и сотрудник городской библиотеки Санкт-Петербурга Исидор Чагин, обладающий даром мнемониста, то есть способен запоминать необычно длинные списки данных, помнить даже мельчайшие детали, не говоря уже о глобальных исторических событиях. Но даже такой талант имеет свою оборотную сторону. Чагин не способен отделить реально происходившее с ним от вымысла, а свой собственный опыт от чужого. Евгений Водолазкин не раз говорил, что главные герои его произведений – это время и память, но, пожалуй, впервые у автора понятия эти персонифицированы непосредственно в главном герое. Алексей Сальников замахнется на трилогию, продолжив роман «Оккульт-трекер». Книга вышла этим летом, действие романа, написанного в жанре городского фэнтези, разворачивается в небольшом городе на Урале. Написалась такая книжка про Прасковью Головникову,
которая дружит с демоном Надей и сотрудничает с такой же ведьмой, как она, Наташей. Вот. Оккульт-трекеры – особые существа, чья работа – сохранять тепло в остывших городах и быть связующим звеном между людьми, херувимами и чертями. Сейчас, кстати, ведутся переговоры об экранизации романа, и, по словам автора, соглашение должно быть вот-вот подписано. А вторая книга серии, вероятно, появится только через 4-5 лет. Необходимо время, чтобы герои выросли. Новый исторический роман «Хранить вечно» поступил в продажу. Автор, тверской писатель Владимир Юринов, проанализировал в книге первопричины и предпосылки раскола мира на две цивилизации, возникшие на базе двух ветвей христианства. Исторический роман, основанный на доскональном анализе канонических и апокрифических религиозных источников, а также исторической литературе, рассказывает об апостоле Петре, самой значимой, но в то же время противоречивой и где-то даже загадочной фигуре евангельских повествований. Книга уже в продаже. Компания МТС, известная в основном как оператор мобильной связи, запустила собственный сервис электронных книг, получивший название «Строки». Сколько конкретно книг будет в сервисе МТС, пока не сообщают. Известно, что среди партнеров есть группа Эксмо АСТ, куда же без них. А также МТС запускает собственное издательство, которое будет выпускать популярную художественную литературу, историческую сентиментальную прозу и детские книги. Пользователи смогут покупать их либо поштучно, либо оформить подписку. Есть варианты от 299 до 899 рублей. Также свой сервис чтения книг по подписке планирует запустить Яндекс, который в июне этого года купил права на использование технологий BookMate. Жюри Букеровской премии огласило шорт-лист 2022 года. Букеровская премия – одна из самых престижных литературных наград в мире, претендовать на которую могут писатели с произведениями на английском языке, опубликованными в Соединенном Королевстве. В число 6 финалистов вошли автор психологических романов Элизабет Стаут с книгой «О. Уильям». Никто не пишет о внутренней жизни и переживаниях так, как это делает Стаут. Персиваль Эверетт с романом «Деревья», жутким, провокационным, мрачно-комичным южным нуаром. Новайолит Булавайо из Зимбабве с произведением «Слава». Это история восстания, рассказанная хором голосов животных, которые помогают нам яснее видеть наш человеческий мир. Алан Гарнер из Великобритании с книгой «Ходок с патокой», потрясающий сплав мифов и фольклора, а также исследование текучести времени. Шехан Карунатилака из Шри-Ланки с романом «Семь лун Маали Алмейды». Едко-смешная сатира о государстве, которая еще раз доказывает, что лучший вымысел – это истина в последней инстанции. Клэр Киган с книгой «Вещицы вроде этих», нежная история о надежде и тихом героизме. А победителя объявят на торжественной церемонии в Лондоне в октябре. Литературная премия «Ясная поляна» огласила имена победителей. В главной номинации премии «Современная русская проза» лауреатом стал Дмитрий Данилов. Награду он получил за книгу «Саша, привет!» Роман о преступлении и наказании на грани реальности и антиутопии. Юй Хуа удостоен награды в номинации «Иностранная литература» за роман «Братья», Юлия Дрейзис за перевод этого романа на русский язык. Роман представляет собой сатирическое описание современного китайского общества, в котором новыми ценностями оказываются безудержное стремление к статусу, деньгам и сексу. Игорь Золотузский награжден премией за общий вклад в развитие отечественной литературы и критики. Стал известен короткий список премии «Русский детектив» 2022 года. Премия была создана 2 года назад с целью поощрения деятелей литературы и кино за их достижения и вклад в развитие детективного жанра. В номинации «Преступление и наказание» детектив года победили Наталья Тимошенко с книгой «Игра с огнем», Александра Маринина с романом «Отдаленные последствия», Вячеслав Прах «Лучше быть тварью, чем рабом». В номинации «Автор года» награждены Антонина Крейн «Шолох. Призрачные рощи», снова Александра Маринина «Отдаленные последствия» и Татьяна Устинова «Судьба по книге перемен». Всего у премии аж 11 номинаций, и перечислять всех лауреатов я сейчас не буду. Оставлю список в описании, чтобы вы могли ознакомиться с ними. А на этом у меня все. Желаю вам
по возможности хороших новостей, читайте книги. Пока!